Всем привет, дорогие зрители! С вами Арсений Сеня Треноженко. Новый видеогайд посвящен у нас, конечно же, новой карте Данюк. Дело в том, что именно ее сейчас будут играть все чаще и чаще. Карту Инферно у нас убрали из маппула, соответственно, на всех новых турнирах совсем скоро появится как раз-таки Данюк. Итак, на нашем канале уже есть несколько видео, посвященные этой карте. Помните видео, где я советовал кидать сюда смог, потом разработчики сюда поставили контейнер, теперь они его снова убрали. Ну и видеогайд, конкретно этот, посвящен дефенсу на нюке, а именно как здесь должны быть расположены игроки защиты. Дело в том, что карта новая, многие наверняка из вас ее не играют, но потихонечку должны начинать, и, естественно, знаний, пониманий на ней нету. И, кстати, у меня знаний на новом нюке тоже не очень много, поэтому некоторые моменты я буду учиться делать вместе с вами и, конечно же, читать ваши комментарии. Возможно, вы там посоветуете что-нибудь интересное. Но мои первые игры на карте Данюк привели меня к тому, что, в принципе, здесь многое, конечно же, в плане дефенса остается от старого доброго нюка из Counter-Strike 1.6 или из Counter-Strike Global Offensive, но первых версий. Итак, один человек всегда должен работать в ангаре, желательно с АВП. То есть это в любом случае. На нюке у вас должен быть сильный снайпер. Снайпер, который находится вот в этой позиции и стандартно контролит точку. То есть или дефолт, или отсюда чекает скалу. Кстати, здесь мне показали какой-то баг, где ты видишь, а тебя не видят. Где тот как раз-таки в этой позиции. Но в любом случае ты отсюда должен смотреть скалу, потому что баги пофиксят и так далее. И отстреливать, конечно же, террориста, который залезет на скалу и который пойдет, естественно, по вот этому парапету. Второй человек рядом должен находиться, играть на М-ке. То есть он заходит в пристройку, он, возможно, подкидывает какую-нибудь гранатку, типа смока изначально, и потом помогает принимать двери. Он здесь откидывает флешечки, он здесь откидывает хаешку, он здесь откидывает коктейль молотова в двери, если идет раш. И, в общем, делает все, чтобы принимать А. Но, опять же, играть нужно аккуратно, потому что здесь двери открываются, и, естественно, игрок атаки может тебя вычислять. Поэтому тут нужно проиграть, ну, просто проиграть эту роль. То есть ходить часто в пристройку и понять, как могут действовать террористы. Дальше. Два человека по стандарту могут всегда залазить на девятку, откидывать коктейль молотова, конечно же, в будку, откидывать хаешки и заходить, опять же, на желтую, сюда, прыгать на плен, спускаться перед будкой и так далее. То есть делать все, чтобы принимать будку, принимать двери. Но нужно, опять же, понимать, что могут прилететь гранаты и нужно бежать отвернутым, потому что раскидка у террористов здесь может получиться довольно-таки быстрой. Ну и один человек всегда отвечает за рампы. За рампы, конечно, без смока ты никак не ответишь. Поэтому всегда по дефолту такой вот смачок, в который выходить будет довольно-таки тяжело, и ты этот смачок должен принимать. Также по дефолту можно кидать хаешку. Если вы уже наиграли несколько раундов подряд, вы поняли примерно, как играет атака, то, конечно же, А могут принимать двое, а один может хелпать сразу же на рампы и вдвоем, по сути, принимать рампы, то есть откидывать друг другу флешки, откидывать хаешки стандартные, и потом вот этот хелпующий может возвращаться или даже на улицу помогать, или помогать на ап. То есть, как бы, хелпующий игрок здесь, конечно же, остается на нюке. То есть это тот человек, который вторым, скажем так, лезет на лестницу. То есть второй человек, который лезет на лестницу, он принимает для себя решение: А, хелпануть лево, Б, хелпануть на А, С, хелпануть на улицу. Потому что именно на этих позициях, конечно же, у нас будут развиваться основные события. И на нюке, как всегда, очень важно этому человеку предугадать действия атаки и пойти в нужном направлении. Но в целом, я думаю, вы все поняли. Это схема: 1 рампы, 3 на А и 1 улица. Но при этом пристройка, это один из людей, извините, который принимает аплен, должен, конечно же, помогать. То есть он должен над собой смотреть, он должен хаешки подкидывать, он должен флешки подкидывать и так далее. Ну а в следующих уже гайдах мы поговорим о более, скажем так, гибком дефенсе, о каких-то фишках, которые могут быть на нюке использованы в плане вот этого гаража или хелпы через гараж, и в плане выбивания, например, плента. До новых встреч, с вами был Арсений Сеня Треноженко.